Знаете ли вы, сколько золота добыто человечеством за всю историю? Примерно 216 тысяч тонн. И 2/3 этой суммы было добыто после 1950-х годов. Разные страны, разные эпохи. Тысячи разных людей участвовали. Но что, если бы вы нашли огромные залежи золота в одном месте? Что, если было обнаружено гигантское золотое рудное месторождение? Нет, не просто гигантское, а супергигантское. Именно это и нашли в Китае. Группа геологов обнаружила около 40 золотых, жил суммарно примерно 330 тонн золотой руды. Но на этом все не заканчивается. 3D. Моделирование показало, что под поверхностью может скрываться еще больше золота. На глубине примерно 9800 футов, около 3000 метров, может быть еще несколько сотен тонн. Короче говоря, существует шанс обнаружить месторождение с суммарной массой примерно около 10 тонн золота. Можете себе представить, сколько это? Если нет, то речь идет примерно об 83 миллиардах долларов. Ух! Эксперты говорят, что это месторождение содержит примерно 4,9 унции на тонну руды. Это кажется незначительным, но на самом деле является высоким показателем в горной добыче золота. Обычно 0,35 унции на тонну – это уже впечатляющий результат. Если расчеты подтвердятся, это станет крупнейшим золотым рудником в мире. Даже больше шахты South Deep в Южной Африке. Ее запас – около 1025 тонн золота. И это тревожит и радует людей. Золото, золото, золото на уме у всех. Все хотят золота. Все покупают золото. Цена золота растет. Золото надежнее как инвестиция, чем биткоин и наличные. Золото ассоциируется с богатством и роскошью. Он всегда остается ценным и прибыльным вложением. Но почему так? Почему люди сходят с ума по этому блестящему металлу? Дело в том, что золото имеет и практическое, и психологическое значение. На протяжении столетий золото символизировало власть, престиж и богатство в разных культурах. Похоже, в нашей генетической памяти закреплено убеждение, что золото ценно. Подумайте, сколько проблем золото приносило литературным героям и сколько золотых приключений мы видели в кино. Золото делает людей счастливыми и жадными, жестокими и подавляющимися. Именно поэтому так много людей любят его. Да, оно блестит. Оно красиво, но и практично. Золото не ржавеет. Оно не окисляется. Его можно хранить долгое время. И оно не портится. Это буквально надежное вложение. Все другие сбережения могут терять стоимость во время кризиса. Но золото остается неизменным. Единственная проблема – его можно украсть. Помимо ювелирного ремесла, золото используется в электронике, медицине, космической и авиационной индустрии и во многих других областях. Биткоин имеет ценность благодаря поддержке людей по всему миру. Деньги имеют стоимость благодаря поддержке властей. Золото ценится само по себе. Оно вещественно и визуально привлекательно. А его стоимость поддерживается веками устоявшейся верой людей в его прочность. Но не позволяйте золоту затуманивать ваш разум. Многие теряют честь и даже здравомыслие из-за него. Избегайте этой ловушки. Это всего лишь блестящий кусок металла. Существуют и другие драгоценные металлы в периодической таблице. Палладий, серебро, медь, платина. Почему золото занимает первое место? Более дешевые металлы, такие как медь, железо, свинец и алюминий, подвержены коррозии и ржавлению. Алюминий тоже недолговечен. Платина и палладий дороже золота,
Но их слишком мало и трудно добывать. Из них надолго не сделаешь монету. Серебро мягче золота. Оно темнеет, царапается и деформируется. И если быть честным, золото красивее. Но есть и другая причина, почему золото так дорого. Добыча золота – очень тяжелый и длительный процесс. В фильмах или документалках вы могли видеть людей, которые стоят у устья реки, собирают ил и глину, промывают их через марлю и мелкие сеточки и находят золото в виде частиц. Это один из методов добычи. Чтобы получить хоть немного золота, приходится работать усердно. Как они находят золото? Раньше это считалось удачей. Кто-то шел по берегу и видел, как в воде блестит что-то. Но сегодня методы обнаружения золота гораздо эффективнее. Геологи знают, что золото встречается почти во всех породах и почве. Но его частицы настолько мелкие, что невидимы невооруженным глазом. Когда же концентрация золота становится высокой и заметной, начинается добыча. Специальные геологические бригады ищут такие места. Когда они обнаруживают золото, бурят скважины, берут образцы почвы и решают, есть ли достаточно металла для крупных разработок. Производство зависит от месторождения. Если золото залегает в твердой породе, шахтеры бурят отверстия, устанавливают динамит и взрывают. Взрыв раскалывает породу на куски, чтобы извлечь золото. Но это лишь начало работы. После добычи крупных обломков породы рабочих отвозят их на заводы для извлечения ценного вещества. На первом этапе специалисты разбивают большие камни на меньшие. С помощью дробилок руда измельчается до крошек, похожих на щебень. Затем этот гравий попадает в вращающиеся барабаны, заполненные стальными шарами. Барабаны вращаются, и шары измельчают гравий до порошка под давлением. Эта масса затем смешивается с водой и пропускается через специальные фильтры. После этого золото извлекают из руды с помощью химических растворителей и сложных систем очистки. Оно прилипает к углероду, затем отделяется от него, после чего проходят еще несколько стадий очистки, в том числе электролиз и дальнейшая очистка. В конце золото расплавляют и отделяют от примесей, затем льют в слитки и отправляют на другие заводы для переработки. Да, это сложный и длительный процесс, и не всегда прибыльный. Можно найти месторождение драгоценного металла, но добыча может оказаться слишком дорогой, и количество золота в нем может оказаться недостаточным, чтобы окупить затраты. Всего около 10% мировых запасов золота содержат достаточно драгоценного материала, чтобы окупить добычу и переработку. Есть много районов, богатых золота. Знаете, сколько из них подходят для продуктивной добычи? Менее чем 0,1%. Так что это, вероятно, еще одна причина, почему золото ценное. Но есть ли еще какой-то материал, который вызывает столько эмоций? О да. Этот материал называется жидким золотом – гелий. Это газ, который используют для наполнения воздушных шаров. Но это не основная его ценность. Гелий способен достигать очень низких температур. Он сверхпроводник и легок. Гелий применяется в медицине для диагностики, например, для магнитно-резонансной томографии. Гелий охлаждает ядерные реакторы и поддерживает температуру ракетного топлива во время запуска. Дайверы дышат смесью гелия и кислорода на глубоких погружениях, чтобы избежать болезней, связанных с изменениями давления. Гелий – это крайне важный элемент современного мира. Еще один драгоценный материал – графен. Это не просто один из самых прочных материалов в мире. Это очень проводник. Тепло и электричество проходят через графен легко, что делает его крайне перспективным для развития множества технологий. Учитывая, что графен гибок, водоотталкивающий и не токсичен, он обладает антибактериальными свойствами и открывает широкие возможности.
От медицинского оборудования до машиностроения, электроники, строительства, логистики, энергосбережения, космических и подводных отраслей и многого другого. Ученые считают, что графен способен запускать революционные технологии, которые могут изменить жизнь людей. Похожий прорыв произошел и с кремнием, который активно используется для создания полупроводников и перезаряжаемых батарей. Без кремния смартфонов, ноутбуков и других электронных устройств, возможно, не было бы. Графен тоже может привести к очередному технологическому рывку. Когда мир перейдет на возобновляемые источники энергии и будет использовать электрический транспорт, графен может стать технологическим золотом. В ходе тестов графеновые батареи показывают, что они заряжаются более чем в 70 раз быстрее обычных и служат втрое дольше. При этом они дешевле и экологически безопасны. Хорошо, звучит круто. Но откуда мы возьмем графен? Его добывают из графита, который зарыт в недрах Земли. Одно из крупнейших месторождений графита расположено в Южной Австралии, около 200 миллионов тонн графита высокого качества. Звучит так, будто этого хватит на всю планету. На сегодня все. Так что если вы уловили любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.